Здравствуйте, друзья! Мы сегодня читаем из 16 главы Евангелия от Луки притчу о богаче и бедняке Лазаре. И вот начало. Сначала евангелист пишет: некоторый человек был богат, одевался в парфиру и весон и каждый день пиршествовал блистательно. Ничего больше о нем нам не говорит евангелист. То есть вот этот богач не имеет имени никакого. А это, конечно, надо понять, что в контексте иудейской культуры это очень и очень важно, потому что имя определяет человека. Имя – это как бы замысел Божий над человеком, над его жизнью. И поэтому не иметь имени в Израиле – это все равно, что не иметь лица. И действительно, богач этот определяется только так. Вот в чем он одет, что он ест и пьет, и, наверное, где он живет. То есть, что имеет и есть как бы его определение. Конечно, тот факт, что у него нет имени, нам дает возможности как бы отождествляться с ним и думать, не похожи ли мы на этого богача. В то время очень немногие были сыты каждый день. Люди тогда немногие могли каждый день есть досыта. И, скажем так, недоедание была огромная проблема. Но, если быть честной, она остается огромной проблемой для миллионов и миллионов людей и на сегодняшний день во всем мире. Как бы то ни было, вот этот богач, как написано, одевался в парфиру и весон. А вот парфир – это пурпур, это у античных народах вот был такой краситель, который дает различные оттенки черного и больше всего красного. Но это извлекается из морских каких-то моллюсков. И чтобы собрать небольшое количество пурпуры, нужны тысячи и тысячи этих моллюсков. Поэтому краситель этот очень дорогой. Соответственно, в пурпуре одевались только императоры. Также весон – это драгоценная ткань из Египта. А вот в Израиле вспоминать ткань из Египта очень много означало. Потому что все помнили египетское пленение и богатство Египта. То есть человек, который одевается в весоне и порфиру, это не просто человек состоятельный, он фантастически богат. Он не обязательно плохой человек. Мы не знаем, как он заработает это свое состояние. Может быть, честным трудом, это не исключается никак. Может быть, он благочестивый иудей. Может быть, каждый год ходит в Иерусалим, в храм на Пасху. Но для сравнения, скажем, он такой благочестивый православный олигарх, который летает на частном самолете каждый год на Афон. Но для сравнения. Единственное, он совершенно одинок. Он сыт, но совершенно одинок. Он не замечает Лазаря, который лежит у его дверей. Он считает, что он господин своей собственной жизни. В этом трагедия этого богача. А затем второй герой нашей притчи – Лазарь. Вот Лука пишет, и Иисус рассказывает. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его, то есть богача, в струпях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. Вот интересно, что Лазарь не просто бедный, он нищий и, скорее всего, бездомный.
он ничего не имеет, у него нет даже, у него нет одежды, он в струпях, у него нет здоровья, и у него, скорее всего, нет дома. Он живет так у дверей вот этого богача. Он там находится, вот Лука пишет, точнее, синодальный перевод переводит, что он лежал у ворот богача. А на самом деле Лука в своем Евангелии пишет о том, что он брошен у ворот этого богача. Он брошен как вещь, как ненужная вещь, как, ну, скажем, мусор. Вот так находится Лазарь у ворот этого богача. У него нет ничего, кроме двух вещей. У него желание, потому что он желает напитаться крошками, падающими со стола богача. Он живой человек, раз у него есть желание. Его жизнь ужасная, но он живой человек. И второе, что есть у Лазаря это имя. Имя Лазарь, которое, между прочим, означает «Бог помогает» или «Бог в помощь». И я уже сказал, как это важно иметь имя в иудейской культуре. И в данном случае имя обещает чего-то, что пока Лазарь не видит, что Бог ему в помощь. И надо сказать, что это единственный человек, не в этой притче, а во всех притчах, единственный герой притч, о котором мы знаем имя. У Лазаря есть замысл Божий, есть идентичность, и этого немало. Далее в притче нам рассказывается о смерти обоих героев. Вот умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. Так очень коротко описывается судьба этих двух героев. Понятно, что Лазарь умирает первым. Ничего удивительного нет. Недоедание в течение, может быть, долгих лет. Понятно, что умер очень рано, совсем молодым и всеми забыт. Скорее всего, смерть для него – это некое освобождение. Умер нищий. И дальше отнесен был в лоно Авраамова. Но о похоронах нам совсем не говорится. И понятно, что не было у Лазаря никаких похорон. Какие же могли быть у него похороны? Понятно, что у него общая яма, как у всех бедных в то время, как у очень многих бедных до сих пор. У Лазаря ведь нет никого, ни родственников, ни друзей. Поэтому его только встречают ангелы. И вот сразу его относят в лоно Авраамова. Это очень интересно, потому что вдруг своей смертью Лазарь делает невероятную, скажем так, социальную карьеру. Он попал в лоно Авраама. Это самое высокое, что может быть. Ведь евреи верили, что слово Авраама могло освободить человека от любого мучения и страдания в посмертной судьбе. Это именно то, что происходит с Лазарем. А вот что с богачом? Умер и богач, и похоронили его. Вот в этот раз похорон есть. И, безусловно, они были очень пышные, похороны вот этого богатого человека. Скорее всего, было, скажем, и своего рода отпевание. И вполне возможно, что батюшка сказал очень доброе слово о нем. Он ведь церковный спонсор, он дает ему деньги на колокольню, на ремонт храма и так далее. А потом неизвестно, что он делает в своей жизни, но он какие-то деньги дает. Поэтому, скорее всего, похороны были и очень пышные, и о нем сказали очень много приятных вещей. Но ангелы его
не встречают. И потом, если Лазарь оказался там наверху, то в лоне Авраамова, то этот богач оказался в самом низу, место, где есть и страдания, и мучения. Об этом нам говорит текст. Но вот душа богача спускается в Шеол, или ад, как пишет по-гречески Лука. Это место, где, как верили евреи в то время, попадают все умершие. Но там он мучимый. И об этом пишет евангелист. Будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и попросил Авраама: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злой. А ныне он здесь утешается, а ты страдаешь». И добавляет удивительную вещь. Сверх того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. То есть Авраам почти извиняется, ему как-то неудобно. Он, наверное, был бы рад помочь этому богачу, но он сожалеет, что это невозможно. Невозможно, потому что есть некая пропасть. И вот ключевое слово этого рассказа – пропасть. А что за пропасть? Это та самая пропасть, которую богач прокопал своим равнодушием, тем, что он не замечал Лазаря у дверей своих. Вот он прокопал целую пропасть. И теперь, вот как раньше пропасть, хотя Лазарь лежал, был, как я уже сказал, был брошен рядом совсем, но как будто была пропасть между ними, богачом и Лазарем. А теперь такая же пропасть есть между небом и адом. То есть местом, где находится Лазарь, местом, где находится богач. К сожалению, ничего нельзя поделать. Вот эта пропасть мешает сообщению любого и мешает спасению этого богача. Важно все-таки заметить, что богач осуждается не потому, что богатый, а потому что равнодушен. Вы знаете, когда-то я разговариваю с очень умным человеком, католикосом всех армян Горигином I. Я брал у него очень длинное интервью, это целая книга интервью. Я ему задал вопрос: а все-таки какой самый тяжкий грех? И вот как считал католикос, самый тяжкий грех – это равнодушие. Вот именно этим и грешил этот богач. Равнодушен, тем он не видел никого, не видел Лазаря и, возможно, никого другого. Он видел только себя. И вот этим равнодушием он и прокопал эту глубочайшую пропасть. Но тут вдруг что-то происходит совершенно неожиданного. А именно, богач еще раз обращается к Аврааму и говорит: «Прошу тебя, отче, пошли в дом отца моего, Лазаря, ибо у меня есть 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Но Авраам говорит ему: у них есть Моисей и пророки, пусть слушает их. А богач отвечает: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, они покаются. И тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Конечно, Иисус здесь имеет в виду себя. Он знает, что
не поверят ему, и даже после его воскресения, увы, как это и произошло, как это, увы, происходит и сейчас. Но удивительно другое, что вдруг что-то изменилось для этого богача, потому что, может быть, впервые он проявил заботу о ком-то еще, не только о себе. Он вспомнил о том, что есть у него братья, он им желает добра и не хочет, чтобы они попали в это место мучения. Но поздно. Пропасть, и уже невозможно ее преодолеть. Дорогие друзья, это очень серьезное предупреждение. Давайте не будем равнодушны ни к кому. Потому что вот эта история про Лазаря и богача, эта притча нас очень серьезно предупреждает. Для нас еще не поздно. Мы можем еще измениться. Мы можем вырваться из тюрьмы нашего эгоцентризма. Мы можем больше не копать пропасть вокруг себя. Этого я желаю себе и каждому из вас. Oui, bah oui.